Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре синтезатор в форме педали Boss SY1. Это универсальная педаль, которая одинаково хорошо работает как с басом, так и с гитарой. На задней панели здесь есть у нас переключатель в режиме гитары либо в режиме баса. И она предлагает огромное количество пресетов. Действительно, здесь целых 11 банков по 11 пресетов. Итого целых 121 пресет. Эта педаль достаточно гибко рулится. Очень интересные тембры предлагает, и давайте познакомимся с ней поподробнее. Что касается входов и выходов, здесь их на первый взгляд довольно много. Среди них, естественно, input и output. Также у нас есть выходы send return, которые позволяют подключать внешнюю цепь эффектов и очень мягко подмешивать внешние эффекты вместе с сигналом нашего синтезатора. И также здесь есть вход для подключения педали экспрессии, который мы можем управлять параметрами нашего синтезатора. Ну и теперь перейдем к органам управления. Слева у нас находится двойной ноб, который отвечает за баланс dry-wet сигнала, то есть чистого и обработанного сигнала. Внешнее кольцо у нас регулирует подмес чистого звука. Вот так вот его нет совсем в крайнем левом положении. В крайнем правом его становится очень много. Ну и вот эта вот внутренняя крутилочка, она подмешивает непосредственно сигнал синтезатора. Для демонстрационных целей этого видео мы оставим все примерно на 50%. Следующий регулятор, второй слева, это тоже двойной ноб, и он отвечает за параметры фильтра нашего синтезатора. Внутренний регулятор — это открытие и закрытие фильтра. А внешний — это непосредственно глубина модуляции. Глубина модуляции — это то, насколько сильно у нас будет открываться фильтр в зависимости от огибающей. Важнейшим параметром любой подобной педали является трекинг. Трекинг — это быстрота срабатывания. То есть вы берете ноту на бас-гитаре, и педаль ее обрабатывает, насколько быстро она это делает. Чем быстрее, тем качественней педаль. В данном случае трекинг просто шикарен. Педаль абсолютно не глючит. Она обрабатывает быстрые ноты. По диапазону ограничений практически нет. Обрабатывает даже флажолеты. Ну и самую низкую пятую струну абсолютно прекрасно тоже прочитывает.
И плюс ко всему, эта педаль является полифонической, в отличие от большинства ее конкурентов. То есть она обрабатывает интервалы и аккорды. Две оставшиеся ручки у нас переключают пресеты. Крайняя правая ручка переключает банки, как я уже сказал в начале, здесь у нас 11 банков. И вторая справа у нас переключает пресеты, по 11 пресетов в каждом банке. Естественно, все пресеты, все 121 пресет невозможно показать в этом видео. Видео будет бесконечно долгим. Мы попробуем показать парочку-троечку пресетов из каждого банка. Ну и первые два банка у нас называются лид, и это традиционные клавишные лиды. Первый звук, который вы услышали в начале, он как раз был из этого банка. Вот еще один тембр. Второй банк у нас тоже называется лид, и в отличие от первого, в котором звуки все были одноголосные, во втором у нас звуки являются интервалами. Третий банк называется пэды, и здесь звучит именно то, что подразумевается в названии. Четвертый банк называется бас, и это, естественно, то, что меня, как басиста, интересует больше всего. Пятый алгоритм называется Strings, и это эмуляция струнного квартета. Шестой алгоритм называется орган, и это именно то, что вы подумали.
Седьмой алгоритм называется Bell, и, казалось бы, это имеет отношение к каким-то колокольчикам, но, по моим ощущениям, здесь какая-то смесь синтезатора, симуляции органа с какими-то верхнечастотными гармониками. Восьмой и девятый банки называются SFX, то есть это звуковые эффекты, которые, совершенно разнообразные. Они все сюда, в эту категорию, отнесены, и вот сейчас я просто прощелкаю несколько эффектов. Найдете ли вы им применение или нет, я не знаю, но они здесь есть. 10-11 банки у нас называется секвенсор. И здесь, соответственно, у нас набор секвенций. Вот эти вот ручки, которыми мы регулировали фильтр в предыдущих пресетах, они у нас работают чуть-чуть по-другому. Внутреннее кольцо у нас изменяет скорость секвенций, а внешнее кольцо у нас теперь регулирует фильтр. В финале хочется сказать, что у этой педали, конечно, практически нет конкурентов на рынке, учитывая то количество тембров, которые она предлагает, и ее цену. Но у нее есть, конечно, существенные недостатки. Для меня один из основных недостатков — это то, что невозможно ее синхронизировать по темпу, по MIDI с другими приборами, и, например, с компьютером. Здесь нет MIDI-входа, здесь нет USB-входа. И это большая проблема, потому что все вот эти секвенции, которые здесь есть, их в реальном времени использовать практически невозможно. И также большой минус то, что все эти пресеты, которые здесь есть, они неизменны практически. То есть мы можем открыть-закрыть фильтр, мы можем немножечко поменять глубину модуляции нашей огибающей, и все. То есть влиять, по большому счету, на звук мы практически не можем. То есть то, что у нас здесь есть, тем мы и пользуемся. И в отличие от, наверное, главного конкурента этой педали Source Audio C4, где можно очень гибко редактировать любые тембры и любые пресеты, здесь этого делать нельзя. Но это компенсируется очень большим количеством пресетов, которых хватит на все случаи жизни. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч, увидимся. Абсолютно одинаково хорошо работает как с басом, так и с... Кстати, там переключатель вот стоит. Посмотри, она на бас или на гитару. Это... На гитару. Бас щелкни. О.